Всем привет! Комплект очередного усилителя сотового сигнала. Есть у меня уже видео по одному из усилителей. Там вам показывал вживую, как он усиливает сигнал, как работает этот усилитель. Показывал, какой уровень сигнала с подключенным усилителем и без него. Ссылку оставляю, переходите, смотрите, может кому тот вариант усилителя подойдет. Это аналогичное устройство, немного другой, в другом корпусе немного. Уже сам блок усилителя меньше идет размерами. Полностью металлический корпус. Отметки идут, экранчики небольшие с обозначениями поколения сети и диапазона. Разъемы для подключения внешней и внутренней антенны, разъем питания. Все в металл холодный. Также в этой коробке идет блок питания. Блок питания 12 вольт 2 ампера. То есть говорит о том, что этот усилитель в случае чего вы можете подключить даже от автомобильного аккумулятора. Кабели для внешней антенны и для внутренней. Тут, кажется, по 10 метров их идет. Уже с готовыми разъемами. Тот комплект, когда ты получил это все дело, подключил без всяких специалистов. Что главное в нашем случае? Определиться, какой сигнал вам нужно усиливать. Как определиться, можете скачать приложение на смартфон и посмотреть поколение сигнала и диапазон, который вам нужно усиливать в вашей местности. И исходя от этого заказываете усилитель. И второй момент, чтобы адекватно работал усилитель, правильно должны разнесены быть внутренняя антенна и внешняя. Чтобы это не было все рядом. Вот это вот как раз внутренняя антенна, которая устанавливается у вас в помещении. Или же где вы хотите усилить сигнал. А вот и внешняя антенна идет с кронштейнами в коробке. Такой вот вариант антенны. Которая должна быть вынесена желательно на самый верх и направлена на вышку, если есть такая возможность. В прошлом видео я вам показывал, вышки у меня в прямой видимости нету. Направил просто наугад антенну и все работало. В данном случае также на то же самое место я установлю эту антенну, потому что у меня выбора нету. И посмотрим, как будет работать этот усилитель. Прошлый усилитель работал довольно-таки хорошо. То есть полный комплект получили. Установили антенну, протянули, проложили кабель на внутреннюю антенну, подключили усилитель и пользуетесь. То есть вопросов вообще никаких нету. Кому более подробно нужна информация по как определить сигнал, какой усилитель, как работает. Все это можете посмотреть в интернете. Есть люди снимают видео с такими мелочами, которые не всем нужны. В моем случае я вам показываю видео как обычный пользователь, который не хочет вникать в эти подробности, забивать лишним голову. Получил, подключил и пользуешься. Кому нужны такие усилители, сразу скажу. Отличный вариант, понятно, у тех, у кого в вашем регионе, на вашей местности очень слабый сигнал мобильного оператора. Кстати, усиливает все операторы. В моем случае будем пробовать Live, МТС и Kyivstar. То есть этот усилитель усиливает сигнал всех операторов. Или же вам нужно интернет и мобильный сигнал мобильного оператора. Опустить, например, усилить в подвале где-то. Подвальное помещение, в котором нету сигнала. Антенна устанавливается снаружи, усилитель с внутренней антенной устанавливается в подвальном вашем помещении. Например, кафе у вас, ресторан или же бомбоубежище. С внутренней антенной в коробке также идет инструкция и кронштейн также для установки внутренней антенны. Желательно ее устанавливать на самом верху под потолком. И инструкция. Краткая инструкция, где также вы можете ознакомиться с характеристиками по данному усилителю. На картинках показано, как желательно устанавливать. Инструкция по установке. Ну и на английском языке, если перевести, то можно ознакомиться более подробно. Данный комплект вы можете уже приобрести в Украине в магазине SmartHat. Ссылка под видео в описании.
Ну и не только этот усилитель, там и видеонаблюдение, и товары по умному дому, различные кабели, пауэрбанки, то есть все, что вас интересует в домашнем хозяйстве пригодится, также в смарт-хате вы найдете. Ну или же ссылку оставлю на AliExpress. Кому удобно с AliExpress заказывать, заказывайте с AliExpress данный комплект. Кронштейны на внешнюю антенну, также и на внутреннюю устанавливаются без всяких вопросов, даже не нужно читать инструкцию, с этим справится даже женщина. Имеются резьбы, кронштейн алюминиевый, устанавливаем, направляем и закручиваем винты. Уже по месту установки на улице также есть кронштейн для крепления на трубу, но вы можете использовать свои какие-то варианты. Хомут на трубу имеется в комплекте. Антенна практически невесомая, что для внешнего использования, ну, внутренняя немного тяжелее и, скорее всего, из-за металлической задней крышки. Есть отметка на табличке, на наклейке up, вверх. То есть антенна должна устанавливаться именно таким образом. Подключение внешней антенны, которая устанавливается на улице. Разъемы, кабель качественные, здесь вопросов к ним нету. Один вопрос может быть длина, коротковатые, конечно. Ну, уже нужно, может, заказывать. Есть, кстати, на Алиэкспрессе отдельно. С большей длиной нужно смотреть. Но лучше использовать, как рекомендуют, все из комплекта. Потому что все подогнано. Антенны, блок, кабели. Именно, чтобы работоспособность была на уровне. Комплект. Нужно использовать все из комплекта. Внутренняя антенна подключается в этот разъем MC. И ни в коем случае не включать питание блоку без подключенных антенн. Возможно, выход его из строя. То есть подключили антенны, только потом подключаем блок питания, соответствующий разъем, и включаем его в розетку 220. Перед этим проверяю уровень сигнала. В общем-то, можно это сделать и на самом смартфоне посмотреть. SIM1 у меня Vodafone, SIM2 Live. Или же более конкретно со всякими измерениями, кому нужно, можно посмотреть и в приложении. Все видно: 3G 200 МГц, 2G 1800 МГц, первая симка Vodafone, вторая симка Live. Видим, как прыгает сигнал. Тут видно, как происходит переключение. SIM1 3G, то 4G, то 3G, SIM2 4G. Здесь мощность сигнала, качество сигнала. Все, в общем-то, показано в приложении. По SIM2 4G также мощность сигнала, качество сигнала. И включаю усилитель в сеть. Кстати, иконки светятся, уровень сигнала. Не знаю, реальный он или нет. Пишите в комментариях, кто пользовался таким уже усилителем. Ну и посмотрим, давайте, что происходит у нас с качеством связи нашей. 4G SIM2 уже видим полный. Кстати, на смартфоне все палки полностью появились. В основном у меня или половина, или две, или, ну, видели вы все. Смотрите, SIM1 Vodafone также усилился сигнал. 4G, ну, какие-то пропадания идут. Показываю вам в реальности, что происходит по качеству сигнала и по мощности. Также показатели. Переключилась SIM1 на 3G полный. Ну, факт тому, что зеленый сектор уровня сигнала уже говорит о том, что сигнал лучше. Зеленого сектора без усилителя я не видел никогда. Антенна у меня не вынесена на должную высоту, внешняя антенна. Я ее с табуретки прицепил на стойку ворот, просто. Временно проверить, как будет работать эта система. И то уже видите вы, что, ну, есть результаты, и результаты неплохие. Внешняя антенна, прицепил ее просто стеновой вариант. Эта антенна классный, не потолочный, стеновой. Ну, ее проще крепить, наверное, чем потолочный. На прошлом усилителе была антенна типа соска потолочная. Это стеновая. Также ее прикрепил под потолком. Ну, видно, что результат есть. Давайте другое приложение откроем. Тут также можно посмотреть качество сигнала.
Vodafone. С усилителем. Видим показатели. Да, даже зашкаливает вот так. И сейчас я выключу просто усилитель питания ему. Посмотрим по этой шкале, что произойдет. Видно на смартфоне уровень сигнала упал на 7.2 лайфовский. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Ну вот уровень сигнала без усилителя, Vodafone. Можно выключить и включить. Посмотреть. Сейчас включаю усилитель. Включаю ему питание. Посмотрим в онлайне. Будут показания меняться или же нужно будет перегрузить счетчик. Переключение, скорее всего, идет на 4G. Ну, факт тому, что да. Переключилось и уже другие показатели. Уровня сигнала, мощности. Факт тому, что смартфон показывает уровень сигнала полный. Отличный вариант, как по мне, правильная установка, и все у вас будет хорошо. Идеальный вариант, у кого проблемы. У меня особых проблем нету, пользоваться связью можно. Мобильный интернет я не использую, использую домашний интернет, Wi-Fi. Мобильный интернет также усиливает. По Kyivstar, кстати, также есть вопросы. Бывает ниже среднего уровня, бывает вообще минимум. Там 1-2 деления. Сейчас 3 деления с выключенным усилителем. Сейчас включаю усилитель. Посмотрим, изменится ли. Таким простым образом посмотрим на смартфоне, что Nokia покажет. Добавится ли уровень сигнала на ее иконке. Да, добавился уровень сигнала. Такой вариант усилителя. Также все просто и легко. Получили, подключили, установили. Правильно, главное, установили. И все у вас будет работать. На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал, на мой YouTube канал. Обязательно подпишитесь. Многие смотрят не подписанные. Ставьте лайки, помогайте продвигать видео, помогайте развиваться каналу. В Telegram также заходите, подписывайтесь. Мой Telegram канал, делюсь новинками, анонсы того, что будет в следующих видео. Подпишитесь, также будете получать уведомления, что я получил и что будет в ближайшее время на моем канале. Также подпишитесь на наш новый канал «Покажем все», показываем свою жизнь, чем мы сейчас живем, что у нас происходит в Украине. Кому интересно, также подписывайтесь, все ссылки в описании. Ссылка в Украине на покупку этого усилителя, также в описании к видео, и на AliExpress. Кто не в Украине и кому проще, например, заказать на AliExpress. Инстаграм, все ссылки под видео. Всем удачи, ставьте лайки и до следующих видео.